Приветствую вас, друзья! С середины 80-х годов в Армению из Европы, арабских стран, в основном из Ливана и Сирии, участился поток лиц, в основном мужского пола, большинство из которых в прошлом имели немалый боевой опыт. Смешавшись с местной толпой, они стали частью военизированных батальонов, основной целью которых было нападение на азербайджанское население, уничтожение их жителей и присвоение имущества. Через некоторое время в Армении уже было создано около 40 террористических батальонов. Очень часто на просторах интернета можно услышать о том, что эти батальоны были созданы для защиты. Но от кого им было защищаться? Ведь на Армению тогда никто не нападал. А наоборот, это Армения провозгласила территорию Азербайджана своей и перешла в наступление, впоследствии заняв 20% территории Азербайджана. Проармянские силы в руководстве СССР делали все возможное, чтобы спецслужбы СССР, то есть КГБ, не обращали на это внимания и закрывали глаза на наличие незаконных вооруженных формирований на территории Армянской ССР. Притеснение и изгнание азербайджанцев по всей Армении искусственно не замечали, прикрываясь только тем, что все это носит бытовой характер. Все это со временем привело к тому, что проармянские силы верхушки СССР вместе с зарубежной армянской диаспорой почувствовали слабость и лояльность в правлении Союза Советских Социалистических Республик. Таким образом, они начали претворять в жизнь план по изгнанию азербайджанцев со своих земель. Но вернемся к военизированным батальонам, а именно к батальону «Арабо». Так вот, данный батальон был сформирован в конце 80-х годов в Ереване, еще до начала открытых боевых действий в Нагорном Карабахе. Как минимум, это уже указывает на тот факт, что подготовка и планирование велось задолго до начала боевых действий. Численность бойцов батальона «Арабо» составляла около 200 бойцов. Как ранее было отмечено, в его рядах было немало выходцев из арабских стран, Ливана, Сирии, а также участников афганской войны. Командовал батальоном Манвел Игиазарян. Через какое-то время армянская диаспора за рубежом признала участие в боевых действиях в Карабахе, многие из которых входили в состав террористической организации «Асала». Как пример можно привести известного террориста Монта Мелконяна, который являлся одним из руководителей той самой «Асала». Кстати, выше ссылка на видео про Монта Мелконяна. Помимо Сирии и Ливана, немало наемников в рядах армянских террористических формированиях были из Европы и США. Особенно тут выделилась Франция, которая снабжала Армению не только людьми в виде наемников, инструкторов, вооружением и деньгами, конечно же неофициально, но и параллельно вела информационную войну против Азербайджана, и у них это очень хорошо получалось. Вначале батальон «Арабо» назывался в честь известного фашиста Гарегина Нжде, но потом его решили переименовать в честь Степанаса Аракела Мхитаряна по кличке Арабо. Мхитарян был видным деятелем армянского, как они говорят, национально-освободительного движения. Он был одним из первых, кто в конце XIX века входил в отряды самообороны. Их тогда еще называли армянские фидаи. Слово «фидаи» является арабским словом и означает «жертвующий собой во имя веры или идеи». Батальон «Арабо» промышлял свои вылазки в селе Гараджалы, Чайкент, Хуршуларе, на границе с Нахчеваном и, конечно же, в печально известном Ходжалы. Тогда, в феврале 1992 года, в Ходжалы армянские бандформирования, используя тяжелое вооружение, оставленное им российскими военными частями, которые были дислоцированы на территории Армении, и предприняли широкомасштабное наступление, в результате которого было убито 613 мирных жителей. Участники батальона «Арабо» считали себя людьми чести, а на деле оказались кровожадными мясниками, что подтвердила резня у города Ходжалы, когда они без разбора
убивали детей, женщин и стариков, всех, кто в холодный февраль пытался спастись из Ходжавы. Кровавые похождения батальона Арабо не остались безнаказанными, и 29 июня 1992 года Арабо был полностью уничтожен Гянджинским батальоном под командованием Мехмана Аликперова. Мехман Аликперов в 1990 году вместе со своими близкими соратниками Ругизаром, Бехтияром и Аббаскулу создал добровольческий отряд, который принимал участие в боях в направлении сел Тудан, Сарысу, Чайкент. Позже, в начале 1992 года, им был создан знаменитый Гянджинский батальон, который он сам и возглавил. Так вот, июнь 1992 года. Стратегической задачей был захват магистрали Агдаре-Кяльбаджар. Сначала был нанесен отвлекающий удар в аскеранском направлении с целью растянуть армянские силы. Тогда два подразделения атаковали армянские позиции, в результате чего была освобождена большая часть Агдамского района. После захвата Аскерана азербайджанскими войсками в Ханкенде начались массовые волнения. Армяне, которых сразу заселили захваченные азербайджанские села, были вынуждены покинуть их. На тот момент азербайджанские войска подошли к Ханкенде почти на 15 километров. Затем 15 июня был нанесен основной удар в Агдаринском направлении. При помощи 708-й Агдамской бригады город Агдаре был отсечен с юга, 703-я бригада блокировала город с севера, а 701-я – с северо-запада. На это армяне приняли решение выдвинуть против азербайджанских войск подразделения Арцип, в составе которых был батальон Арабо. 26 июня Арцип выдвинулся из Ханкенды в Агдаринский район. К этому времени азербайджанская армия провела подготовку боем в населенном пункте Марага, в результате которой была уничтожена рота армян. Батальон Арабо численностью около 200 человек при поддержке отряда Зейтон закрепились у села Гармазы-Кент. С азербайджанской стороны им противостоял Гянджинский батальон численностью около 150 человек, которые закрепились у села Гасангая. В течение нескольких следующих дней азербайджанские войска имитировали несколько ложных наступлений на Гармазы-Кент, провоцируя армян оторваться от тыла и выманивая их выйти на открытое место. И 29 июня такая тактика дала положительный результат. Армяне оторвались от тыла и к 9 часам утра вышли на открытое поле возле водоканала. Решив, что азербайджанские войска отступили, армяне закрепились на полях около села Гасангая. Батальон Арабо не подозревал, что это была тактика, и что через считанные минуты их обойдут с флангов и возьмут в кольцо. Лишь к 10 часам армяне поняли, что попали в кольцо. После 3-часового боя батальон Арабо был полностью разгромлен. Таким образом был развеян миф об одном, как они себя называли, из сильнейших подразделений мира. В результате этого боя было уничтожено около 160 армянских боевиков. Как это обычно бывает у армян, так получилось и в этот раз. Командир Манвел Егиазарян, оставив свой батальон с небольшой группой, смог убежать. Очень похоже на ситуацию с Андроником, которая произошла в начале 20 века. Тогда Андроник также убежал из окружения, оставив свой отряд. Благодаря грамотным действиям командира Гянджинского батальона Мехмана Аликперова у села Гасангая нашли свою смерть участники одного из самого жестокого армянского батальона Арабо.